Всем привет! Думаю, вы встречали большое количество видосов, направленных на повышение производительности телефона. Так вот, 99% информации в тех видео просто мусор, а из полезного это включение режима производительности у батареи. Также там нет прямых сравнений до и после, и нету графиков FPS в тестах игр. Я намерен это исправить, так у меня есть полностью рабочий способ повышения FPS на любом Android устройстве, так и еще и без root прав. Интересно? Сейчас все расскажу. Начнем с того, что как это будет работать. Есть процессор, который занимается просчетом графики, физики и всяких других алгоритмов, работающих в фоне. В приложениях, будь то 3D или 2D, процессору необходимо отрисовывать интерфейс и графику. Именно эта часть является довольно затратной. Давайте рассмотрим на примере. Есть у нас игра, запущенная Full HD, и там у нас FPS 40 кадров. Уменьшаем разрешение до HD, и FPS вырастает до 60. Это работает как на ПК, так и на телефонах. Именно это я и буду показывать, как сделать на телефоне. Из плюсов можно выделить повышение FPS и стабильность работы всего телефона, уменьшение лагов и зависаний, а также из неочевидного это существенная экономия батареи. Из минусов хочу выделить это возможные незначительные визуальные баги в системных приложениях. Этот способ очень сильно подойдет как энтузиастам, так и тем, кто имеет старый медленный телефон, но не хочет менять его на новый. Итак, нам понадобится телефон, компьютер и кабель зарядника, чтобы подключать телефон к компьютеру. Для начала заходим о телефоне и кликаем на версию прошивки до тех пор, пока не покажется, что мы стали разработчиком. Ищем параметр для разработчиков, включаем отладку. На ПК по ссылке в описании скачиваем платформу Tools. Подключаем телефон к компьютеру, разрешаем отладку и в консоли пишем следующие команды. ADB Shell для того, чтобы можно было выполнять команды, VM Size – изменение разрешения экрана, VM Density – изменение PPI. Для удобного подбора этих параметров советую использовать сайты-калькуляторы. Reboot перезапускает устройство для нормального функционирования. Что ж, я думаю, это было несложно, а пользы от этого довольно много. Обязательно попробуйте хотя бы ради интереса это и со своим телефоном. Если вдруг что-то пойдет не так, то вы всегда можете сбросить значение по умолчанию. Надеюсь, этим видеороликом я сумел вам помочь продлить жизнь аккумулятору и ускорить работу всего устройства. Пишите комментарии, если это так. Буду очень признателен. Если будут вопросы, обращайтесь, постараюсь помочь.